Вы обратили внимание, что рынок недвижимости в Грузии стал одной из самых обсуждаемых тем? და იმის გათვლა, რომ საქართველოში 6 მილიარდ დოლარამდე საუბარია მულტიფუნქციურ დეველოპერულ პროექტებზე. Крупные международные компании вкладывают в Грузию миллионы и даже миллиарды долларов. Например, компания Имар, известная строительством Бурдж-Халифа в Дубае, объявила о планируемых инвестициях в Грузию в размере 6 миллиардов долларов. А местная локальная компания Альянс Групп продолжает развивать масштабные проекты, такие как Альянс Метрополис, первый в регионе Всемирный торговый центр, и отель Hyatt Centric Boulevard. Почему такое внимание? Грузия остается одним из самых доступных рынков недвижимости среди стран, привлекающих иностранных инвесторов. Если сравнивать с Турцией, Болгарией, Черногорией, Кипром и даже Бали, в Грузии цены значительно ниже. Благодаря этому больше людей могут позволить себе инвестировать. Важно и то, что процесс покупки недвижимости не превращается в бюрократический квест. Налоги в Грузии одни из самых низких, правила оформления сделок прозрачные, а для инвесторов практически нет ограничений. Однако во второй половине 2023 года произошло заметное снижение активности, количество сделок стало меньше, но при этом цены продолжили расти. Например, в Тбилиси за год стоимость квадратного метра выросла на 11,6% до 1320 долларов. На первый взгляд это кажется нелогичным. Если сделок становится меньше, спрос падает, значит и цены должны снижаться. Но на практике цены не только не упали, но и выросли. Давайте разберемся, почему так происходит. Сегодня на цену недвижимости влияет не просто спрос и предложение. На первый план выходят такие факторы, как локация, инфраструктура, качество, эстетика. Люди больше не хотят просто квартиру, им нужно место, где действительно хочется жить. Именно за такие объекты идет конкуренция, даже несмотря на снижение общего количества сделок на рынке. За реально качественные варианты люди готовы платить больше, что и подталкивает цены. Качественного жилья немного, но спрос на него стабильно растет. Такое жилье хоть и стоит дороже, но его проще перепродать или сдать в аренду, и оно лучше сохраняет свою реальную стоимость. Вот почему застройщики теперь все чаще переключаются на премиум-сегмент. И этот тренд отчетливо видно. Компания European Village, один из 10 крупнейших девелоперов в Грузии по версии Forbes, развивает сразу несколько объемных проектов в премиум-сегменте. В Батуми возводится амбициозный проект «Искусственный остров». Китайские компании проявляют интерес. Например, компания Hualien Group анонсировала в Тбилиси проект стоимостью 150 миллионов долларов. Международная компания Cushman & Wakefield в своем отчете отметила дефицит премиальной недвижимости. Cushman & Wakefield, Walton Taggart, TBC Capital, Colliers International и другие аналитические компании подтверждают, что несмотря на снижение активности, спрос на качественные объекты остается высоким, что ведет к росту цен. Люди ищут качественную недвижимость, и это касается не только покупателей, но и туристов. Одного вида на море уже недостаточно, важен и уровень сервиса. И застройщики, конечно, пытаются соответствовать всем этим ожиданиям, повышают стандарты, а это напрямую влияет на себестоимость. Строить становится все сложнее. Материалы и рабочая сила дорожают. Застройщики буквально соревнуются за участки в топовых локациях, и с каждым годом земли становится все меньше, особенно в Батуми, где город зажат между морем и горами. Именно поэтому я удивляюсь, когда клиенты мне говорят, что подождут, может быть, цены упадут. Пока что все указывает на обратное, качественного жилья немного, себестоимость растет, и спрос хоть и меняется, остается довольно высоким. Да, конечно, рынок не может расти бесконечно. Уже сейчас есть квартиры и по 4, и по 5 тысяч долларов за квадратный метр. Это все заставляет инвесторов задуматься и начать сравнивать рынок Грузии с другими странами. Мне даже недавно написал клиент, что за такие деньги можно купить квартиру в Западной Европе. Тем не менее, интерес к недвижимости в Грузии не ослабевает. Он просто перераспределяется. Премиум-сегмент постепенно уходит в зону только для избранных,
А вот средний все чаще становится ареной для новых инвестиций. В результате цены растут и здесь. Люди просто ищут золотую середину, но не по заоблачному ценнику. Портрет покупателя тоже меняется. Если чаще раньше покупали инвесторы из России, то сегодня из Израиля на фоне их цен грузинская недвижимость выглядит более доступной, и поэтому им проще ходить в премиум-сегмент. Давайте посмотрим на отчеты Gold Taggart более внимательно. Так вот, по сравнению с 2022 годом, количество сделок в Тбилиси стало действительно меньше, что было ожидаемо. Но уже в 2024 году рынок начал стабилизироваться. Почему? Как говорят аналитики, причина в первичном рынке недвижимости. Люди стали чаще выбирать новостройки, потому что там выше качество, лучше инфраструктура и вообще больше шансов, что жилье вырастет в стоимости. Вторичный рынок, наоборот, постепенно теряет свои позиции, и на этом фоне цены росли. Так, за 2 года прирост составил почти 26%, с $1050 за квадратный метр до $1320. А вот в Батуми количество сделок все меньше и меньше, и как и по первичке, так и по вторичке. Здесь есть объяснение нескольким причинам. Одна из них — это ушел ажиотаж. Да? В 2022 году был большой поток мигрантов, часть из которых сейчас уже уехала. Вторая причина — это падение спроса на первичную недвижимость. Старые проекты почти распроданы, а новых интересных становится все меньше. И третье, наконец, это повышение издержек. Так, например, только за прошлый год в сфере строительства уровень заработных плат вырос почти на 24%. Собственно, все это ведет к росту цен, и средняя стоимость квадратного метра в Батуми сейчас составляет $1470. Давайте посмотрим, в каких именно районах Тбилиси и Батуми эти изменения заметны. В Тбилиси рекордсменом по продажам стали такие районы, как Дидигоми и Сабуртало. Дидигоми является одним из самых доступных рынков по районам в Тбилиси. $1040 за квадратный метр, что может быть интересным для среднего инвестора. А вот такие районы, как Ваки, Тацминда, там есть цены и по $2500, и даже по $3000 за квадратный метр. Они, конечно, находятся в топе, но и объем сделок там невелик. А вот в Батуми лидером по продажам стал район Новый Бульвар. Почти половина проданных квартир от общего количества за год, а именно 7776 квартир по средней стоимости $1413. То есть этот показатель как раз делает район Новый Бульвар одним из самых ликвидных. Еще по интересным районам в Батуми это, конечно, старый город, $2013, и район Гонево, Квариати, где сейчас возводятся пятизвездочные отели, такие как Ротана, Next несколько отелей, European Village. Там сейчас средняя цена $1965 за квадратный метр. Но и, конечно, я не могу не сказать про мой любимый район, про район Махинджаури. Он мне нравится своей зеленью, своим спокойствием, спокойной атмосферой, и я считаю, что он имеет потенциал роста. В этом районе было продано чуть меньше 1000 квартир по средней стоимости $1364. Теперь посмотрим аренду, хотя с ней не все так просто. В Батуми аренда остается привлекательной, 8,8% доходность в Батуми, и аналитики утверждают, что если поток туристов не вырастет, эта ставка может упасть. В Тбилиси это уже чувствуется, было сдано в эксплуатацию много новостроек, появилось больше квартир, аренда упала и доходность уже не та, что раньше. Батуми пока держится, хотя здесь большинство инвесторов покупает на этапе котлована, но есть риск того, что рынок может перенасытиться, рынок может просто не переварить такой большой объем квартир, когда они будут все сданы, особенно если все эти проекты, все эти квартиры будут в эконом-формате. Поэтому определенная аренда сейчас находится под давлением. Аналитики об этом пишут в своих отчетах, ставки снижаются, и если вы рассматриваете получать стабильный доход от сдачи квартиры в аренду, то я думаю, что это стоит учитывать. Давайте теперь возьмем с вами реальный объект и сравним его с аналитическими данными.
возьмем комплекс Steps, который находится в Батуми. Это премиум комплекс рядом с морем, парком, торговым центром и казино. Мы рассмотрим вариант апартаментов формата 1+1, то есть отдельные спальни и гостиная с кухней. Такой формат апартаментов стоит примерно 85-86 тысяч долларов. Вне сезон такие апартаменты можно сдать в диапазоне от 450 до 650 долларов. Это вот примерно 8 месяцев вне сезона. Ну, давайте с вами возьмем 500 долларов. В сезон оставшиеся 4 месяца ставки повышаются, пусть будет 700 долларов. Итого доход за год 6800 долларов или 7,9% доходности. Конечно, ставки могут варьироваться, можно и купить квартиру дешевле, чем 86 тысяч долларов, можно сдать ее впоследствии дороже, например, посуточно, и тем самым увеличить доходность. Но, тем не менее, даже мои простые расчеты подтверждают цифру из отчетов Gold & Taggart. Итак, давайте теперь ответим на главный вопрос, стоит ли покупать недвижимость в Грузии. Да, если, конечно, не гнаться за квартирой из первого рекламного баннера. Допустим, у вас есть 15 тысяч долларов на старте, вы можете вносить условно там, по 800 долларов в месяц по рассрочке. Этого будет вполне достаточно, чтобы войти в один из проектов и попробовать себя на рынке. Но все равно необходимо быть осознанным при покупке, да, то есть покупать без спешки, без суеты. И я всегда рекомендую задать хотя бы первые 3 вопроса. Первый вопрос — это где покупать, то есть какая локация, какой город, там, Тбилиси, Батуми, какой район. Второй вопрос — какова ликвидность, да, как быстро вы сможете перепродать эту квартиру или сдать ее в аренду, и какая реальная доходность. Эти 3 вопроса уже сразу отсеивают много неликвидных объектов. Конечно, ответить на все эти вопросы бывает непросто, особенно если вы не живете в Грузии и не занимаетесь рынком недвижимости ежедневно, не следите за ним. Поэтому, если вам на этом этапе понадобится моя консультация, пишите в Telegram, мы вместе подберем тот объект, который вам нужен. Войти в проект можно и с меньшим капиталом, чем 15 тысяч долларов. Застройщики предлагают индивидуальные условия, есть и рассрочки от 4 и 5 лет. Застройщики некоторые предлагают именно как раз под ваш конкретный бюджет, а если у вас уже сформирован большой капитал, то тем более можно выбить крутые скидки и индивидуальный подход. Я проведу для вас онлайн-тур, сделаю дистанционную подборку, организую переговоры с застройщиком, а если вы уже в Батуми, то сходим к застройщикам вместе и все посмотрим. Итак, подводя итог этого видео, я хочу подчеркнуть, что недвижимость — это один из самых надежных активов. И по версии компании McKinsey 67% мировых активов в недвижимости. А Грузия сегодня — это тот рынок, где недвижимость можно купить относительно дешево, и эта недвижимость имеет потенциал роста. Поэтому это настоящая возможность, и пока это окно возможностей открыто, я рекомендую вам подписаться на мой YouTube-канал, чтобы быть в курсе всех трендов, новых разборов проектов и главных новостей по недвижимости. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, а мы увидимся в следующем видео.